Пережив апокалипсис, я решил открыть свое маленькое фермерское дело. Все, иду покупать участок. Ой, сколько корешков. Надо их срубить. Прррр. Забудем об этом. После дурацкого вступления продолжу нормально. Пока по задачам надо очистить участок от травы. Но мне стало лень уже ровно через половину. И наконец оно закончилось. Теперь задание купить оборудование на кухню. Покупаю стол для выдачи, плитку и полку для продуктов. Но пока гостям не на чем сидеть, так что покупаем стол и стулья. Гостям теперь будет где сидеть. Очень больно смотреть, как деньги все утекают из кармана. Пора что-то менять. Своей фермы еще нет, так что пора в лес по грибы. Придя домой с продуктами, надо что-нибудь приготовить, а то гости их есть сырыми не будут. А жаль. Но пока из рецептов у меня грибы с грибами, так что готовим их. Быстренько нарезаем и начинаем варить. Каким-то волшебным образом получаем полноценный суп. Кладу на стол для выдачи и добавляю его в меню. Установить свою цену не дают. И это с моим мишленовским блюдом. Ну да ладно. Чтобы гостям было хоть как-то уютно, поставлю вазы с цветами. Все равно рядом растут, так что халява. И вот, ресторан готов, пора открывать. Назову его «Лесной рай» для большего пафоса. Пока придумал название, уже пришли первые гости. Вот они и оценят по достоинству мой божественный суп. Но тарелка пока одна, так что иду готовить еще один, чтобы не подрались за нее. Бизнес уже пошел как надо, а вот продукт уже не поспевает за ним. Так что пора снова отправляться в лес за грибами. Они уже растут все дальше, надо задумываться о смене ингредиентов. Но загадываю пока слишком далеко. Ну а сейчас имеем, что имеем. Немного поработал, заметил, что появилось задание на томатные поля. Ура! Новое блюдо, и мне теперь нужно меньше грибов. Наверное. Не будем о плохом, идем поливать наши томатики. Блаженство. Ну а пока не растут, снова за работу. Придя домой, заметил, что помидоры уже выросли, так что надо побыстрее их собрать. Это значит время для новой кулинарной магии. Нарезаем, закрываем и опля! Шедевральный суп из одного помидора готов. Добавляем его в меню, и новый кулинарный шедевр готов для продажи. И наконец наш первый день подошел к концу. Обслуживаем последних клиентов, забираем их деньги. И надо теперь сделать свои шедевры еще лучше. А главное, дороже. Хе-хе. Закрываем день, и тут ситуация примерно как у меня на канале. И начинаем новый. Томить вас ежедневной рутиной не буду, так что небольшая перемотка. Теперь у меня появилась новая цель – увеличить количество клиентов, которые могут меня посещать за раз. Так что нужны новые стулья и столы. Хватило мне на один стол и стул, не густо, так что надо идти зарабатывать на остальное. Благо у меня сейчас большой спрос на томатный суп, он дороже, и ингредиенты могу собрать не отходя от плиты, идеально. Накопив, покупаю нехватающий стул, маловато, но через время укомплектовал еще один стол. А теперь самое то для процветания бизнеса. Этот день прошел примерно как и прошлый, так что обслужим последних клиентов и идем собирать ингредиенты на завтра. Возвращаясь домой, решил обратить внимание на пристань, и там оказалась доска с заказами, и я пошел собирать их. Но придя с цветами, я тупанул, как их сдавать, и тупо поудалял заказы. А оказывается, надо было тупо положить рядом на палеты и поговорить с мужиком. Первый блин комом, иду выполнять заказ на базилик. Почти собрав заказ, натыкаюсь на еще одного продавца. Это магазин улучшений, пока доступна только скорость и лейка. Я взял второе, потому что поливать еще много. Возвращаюсь на пристань, сдаю заказ и получаю деньги. По возвращению домой подумал, что ночью как-то темно, и решил поискать источники света в магазине и заодно сделать хоть какой-то внешний вид моего заведения. Но как и все в моей жизни, у меня не получилось сделать все по-нормальному. Поставил полы и пытался установить стены. С одной стороны не получилось, и решил пока сделать с другой. И наконец установить дверь, что у меня тоже не получилось. По итогу психанул и удалил все кроме пола, полчаса потраченное впустую. На следующий день у меня появилась новая цель – расширить свой участок квадратуры 8 квадратных метров еще на 8. Но земля нынче дорогая, так что снова работать. Заработав $1200, пошел покупать второй участок земли и очищать его от травы. Но денег хватило только на него, так что опять работать. Но я не отчаиваюсь, что процесс пошел быстрее и решил купить еще одну плитку, но забыл, что она стоит 1500. Вернулся к тому, с чего начал. Нужны деньги.
наконец вторая плитка, чтобы работа шла быстрее. Вот сейчас деньги должны палиться рекой. Надеюсь. Накопив некую сумму денег сверху, решил сделать зону для клиентов. Все по стандарту. Пол, стена, дверь и вишенка на торте, окно с видом на море. Ой, забыл стену одну поставить. Ладно, теперь надо перенести всю мебель, но места хватило только на 3. Пусть четвертая будет вип-зона у шеф-повара. Теперь надо перекрасить стены, покрашу в стильный белый цвет. Красота. О, новое задание – купить кур. Немного потупив, решил все-таки посмотреть, что они едят. Кукуруза. Ладно, сажаем кукурузу. Готово. На этом и закончу день. Так, пока кукуруза растет, надо бы подготовиться к открытию. Сделать небольшой запас блюд, чтобы не было опять запар с самого старта. Режем, варим, режем, варим. И надо бы собрать все, что лежит в округе. А то далеко бегать лень. Повезло, что много чего выросло возле меня. Так что соберем грибочки и цветочки и украсим столы. Ура! Первый назовем урожай яиц. Но пока их использовать не буду, а то если добавлю их в меню, при таком производстве останусь без клиентов. Так что пока работаем с тем, что есть. Но раз уже продуктов все больше, надо расширить свои склады. Только к вечеру смог накопить на вторых кур, так что дела потихоньку налаживаются. Кормим их сразу кукурузой. По идее, пока одного поля им хватит, так как они производят яйца с той же скоростью, что растет кукуруза. Так что экономия. И закончим на этот день. На 5-й день немного уже устал, так что немного покривляемся. Курс не яйца. Время готовить новый кулинарный шедевр. Кладем в кастрюлю, варим. И опля! Яичница с беконом из одного яйца готова. Ни одна свинка при этом производстве не пострадала. Добавляем его в меню, и новый кулинарный шедевр готов к продаже. А теперь по-нормальному. Сфоткаем наше заведение на память и повесим на стену. Цель выполнена. В этот день хочу повыполнять задания и поисследовать мир, но перед этим надо обслужить последних посетителей. Но как назло, закончились все ингредиенты. Я старался их собрать как можно скорее, но получилось как всегда. Я пришел уже домой, начинаю готовить и разносить по очереди заказы, думая по строке наверху, что еще успеваю. Но как вы думаете, что произошло? Строка ожидания наверху почти целая. Я уверен, что успевал доготовить блюдо. И я нервничал и психовал, что котелки так долго варят. Несу посетителям, и они все уходят. Это первый раз за все мои 5 дней. Но я не унывал. Начал выполнять задания. Первым я решил немного улучшить меню, чтобы заработать чуть больше. Но для этого надо огромное количество ингредиентов. Чуть-чуть пособирая, пошел к доске с заказами. Томатный суп. И пришел домой его готовить. Отдаю заказ, и первый пункт есть. Следующий на очереди, но не по важности, инструменты. Ассортимент с прошлого раза, скажем так, не изменился совсем. Все же это демо. На выбор лейка и скорость. Я долго думал, что купить, но скорости мне вроде хватало, так что выбираю лейку. Придя домой, решил посадить картошку, чтобы сделать из нее новые блюда, и сразу проверить лейку. Но скажем так, я был не сильно впечатлен за такую цену, так что заканчиваю день. На 6-й день я уже окончательно устал, клиентов все больше. Блюд хотя и 3, но их заказывают со скоростью света. Как будто на своих 8 стульях я прокачал маркетинг на максимум. Я уже начал задумываться о 3-й плитке, но пока еще ломался. Думаю, что все еще справляюсь. Но небольшой радостью, что меня успокоило, была выросшая картоха, так что собираю ее и не использую. Хотел и забить слот в меню для звездочек в заданиях, но она растет долго и дает их мало, так что полностью на нее забил. По итогу все же психанул и поставил 3-ю плитку. Процесс обещает пойти быстрее, но есть главное но. Если обслуживаю быстро клиентов, то они быстрее приходят, то есть я выполняю намного больше действий за меньшее количество времени. И под вечер я уже совсем устал, только бегая к курам и грядкам, к плиткам и гостям. Когда рабочий день закончился, выдохнул с облегчением. Решил немного заняться украшением на вырученные деньги. Денег не так много, так что решил посадить дерево.
Вот, сразу стало лучше. Приютить котика, чтобы гости сюда хоть не шли. И напоследок поставить настенное растение в мой недоресторан, чтобы он стал намного лучше. Но я не забыл про свою священную картоху. Сварив ее, я был, мягко скажем, не в восторге. Стоит она не особо дороже помидор, и звездочек мало. При этом она стоит намного дороже и растет в 2 раза больше. Печаль. На этом закончил день. Не буду сильно тянуть длину ролика, так что начнем с вечера и планов на него. Тут я собираюсь добить задание на рейтинг меню, так что надо накопить как можно больше ингредиентов для его улучшения. Максимальное количество позиций в меню всего 3, так что уровень надо поднимать до заоблачного. Выбрал для этого грибы, помидоры и яйца, потому что картоха долго растет и дает мало звезд. С ней я бы провозился до дня так 10-го. Закончил 7-й день, но для выполнения заданий до конца не хватило одного яйца, так что этот день проведу в ожидании его. Меню смог улучшить по максимуму, что смог. Собрал все грибы, что есть в лесу, но даже этого не хватило, потому что на последние звезды там уже нужны астрономические количества, которые мне бы пришлось собирать еще такую неделю, наверное. А растения и яйца не приносят продукцию после закрытия, их таймер замораживается. Добавлю грибы в меню только тогда, когда прокачаю яичницу на максимум, так как после улучшения у меня их практически не осталось, и клиенты просто поразбегаются от возмущения. А пока вы можете наблюдать последний день. Не буду его обрезать, так как он будет совсем недолгий. И вот наши герои дня наконец снесли яйца, и я могу закончить последнее задание. Это был долгий путь, длиной в 3 часа. Подпишитесь, пожалуйста, чтобы не пропустить новые ролики. Всем спасибо за просмотр. С вами был Cozy Play. Всем хорошего дня.